И набор очередных простых уроков для того, чтобы у вас была, быстрая и эффектная прогрессия в скетчинге, наброски в быстром рисунке. Меня зовут Эдвард. Это нарезка из ТикТока, так что как меня зовут, вы еще не раз услышите. Раз 7, наверное, да. Эдуард Кичигин. Итальянская школа скетчинга и быстрого рисунка. Сегодня немножко о лаконичности в графике. Лаконичность — это такая идея, которая позволяет вам рисовать быстро, круто и хорошо. Как прийти к лаконичности? Все очень просто. Необходимо рисовать максимально, минимально необходимые для выражения рисунка элементы и ничего больше. Что это за элементы? Это форма, теневые соотношения и декор. Форму необходимо упростить до предела. Насколько вы можете упростить форму, настолько упрощайте. Теневые соотношения тоже упрощаем. Это, например, максимально интенсивная тень и полутень, как у меня на рисунке сейчас. И чуть-чуть декора. И это прекрасный рецепт. Если хочешь реально работающих секретов, переходи по ссылке в шапке профиля. Эдуард Кичигин. Итальянская школа скетчинга и быстрого рисунка. О важности отработки базовых элементов, простейших элементов. Самой-самой элементарнейшей базы. Кто игнорирует базу, идет сразу в выполнение сложных элементов, тот имеет проблемы очень большие. И эта проблема очень сильно аукается потом в дальнейшем и ставит стопы на технику такие, которые преодолеть в дальнейшем может быть очень сложно. Кто идет наоборот и тщательно отрабатывает самые базовые, самые простейшие элементы, добиваясь в них хорошего уровня, и в принципе плюс-минус совершенства, тот потом составляет из этих элементов любую картину быстро, просто хорошо и круто. Вот я именно так и делаю. Это один из больших секретов успеха и быстрого прогресса в рисунке. База. Нужно гонять базу. Гоняйте базу. А конкретные схемы, алгоритмы, как рисовать такую графику, смотри по ссылке у меня в шапке профиля. Переходи и подписывайся на мой платный сервис, там огонь. Эдуард Кичигин. Итальянская школа скетчинга и быстрого рисунка. О декоративности в рисунке и в композиции. Декоративность — это довольно простой элемент. И что с ней интересно, даже если у вас не очень высокий уровень рисунка, она может реально вытащить ваш рисунок. Создать ощущение, что все очень круто. Это простой набор элементарных факторов, которые вы можете приносить на свой рисунок. Маленькие штучки-закорючки, которые украшают его, даже если он в целом может проваливаться. Я постоянно использую такие элементы, и это работает очень хорошо. Секрет к понятию декоративности — это стилизация. Если вы нашли такие способы, в которых вы можете стилизовать свой рисунок, то вы почти нашли секреты к вашей декоративности. Дальше, по сути, чтобы вы не рисовали, все будет симпатично. Как такую интересную тему реализовать на практике, смотри по ссылке у меня в профиле. Я даю реальные работающие секреты графики. Эдуард Кичигин. Итальянская школа скетчинга и быстрого рисунка. Про проектные рисунки, про ландшафтный и архитектурный скетчинг. Если вы рисуете эскиз проекта или делаете набросок своей идеи, то задача рисования не главная задача, которая стоит перед вами. И она не должна отнимать много сил, более времени. Стиль рисования и его особенности должны быть нацелены на то, чтобы вы получили иллюстрацию своей идеи быстро, просто хорошо. И могли сразу же показать ее кому-то. Вот такая стилистика ландшафтного скетчинга, которую я демонстрирую на этом видосе. Она прекрасно работает под эти задачи. Форма ясна, материалы ясны, композиции ясна. Все работает вместе. И времени на это тратится очень немного. Выглядит супер стильно. И нарисовано одной лишь ручкой. Как рисовать такую графику, алгоритмы и все секреты эффективного такого рисунка смотри у меня по ссылке в шапке профиля. Переходи, подписывайся, изучай и рисуй. Эдуард Кичигин. Итальянская школа скетчинга и быстрого рисунка. Если необходимо нарисовать идею проекта, если вы что-то строите или придумываете для того, чтобы что-то построить, нет варианта лучше, чем скетчинг. И мой стиль скетчинга, он выращен из итальянской традиции. Много смотрел на то, как работают итальянские архитекторы. Я много присутствовал в этом контексте. Я прошел очень много проектов в Италии и смотрел как и на древних, так и на существующих архитекторов, как они подают свои проекты, как они разбираются вот с этой историей. Немало особенностей их рисунка и реализовывал их в своей практике. В итоге выработал простой и эффективный стиль, который отвечает и современным задачам.
несет в себе благородные черты традиции, в то же время является именно скетчингом, простым и эффективным рисунком. Эффектным рисунком. Хочешь научиться рисовать так же, переходи по ссылке в шапке профиля на мой платный курс. Эдуард Кичиген. Итальянская школа скетчинга и быстрого рисунка. Про простой и лаконичный способ рисования. Такая иллюстрация складывается из 3 основных частей. Это контур предмета, вы должны нарисовать его. Нарисовать плюс-минус более-менее убедительно. Сильно можно не заморачиваться. Второе — это тенеобразование, то есть вот эти вот тенюшки под листами, наиболее интенсивные. И тени, которые идут по форме. Вот эти вот все штрихи на листиках. Слева это свет, справа это тень, сверху это свет, снизу это тень. И третий момент — декоративность. Штрихи, которыми вы рисуете тень, должны быть эстетичными, они должны быть просто отработанные. В итоге раз, и все получилось. А практические секреты такой графики смотри у меня по ссылке в шапке профиля. Переходи и подписывайся. Платный курс дает намного больше информации. Эдуард Кичиген. Итальянская школа скетчинга и быстрого рисунка. О том, как спрятать неумение рисовать. Собственно, момент очень важный, если ты не умеешь рисовать, но тебе нужно сделать вид, что ты рисуешь неплохо. Что сделать можно? А есть варианты. Вроде и умею, но постоянно сам это использую. Рецепт: больше декоративности, больше вот этой мелкой ерунды. Больше настолько, чтобы рябило в глазах. Если вот эту вот мелкую ерунду отработать хорошо, то общее впечатление создается, как будто бы рисунок богатый, как будто бы рисунок насыщенный, как будто бы рисунок интересный. А всего-то делов вот эти вот самые корявки. Кружочки, завитушки, точечки, черточки. И это все прекрасно работает. Конечно, с ограничениями, но использовать можно. А как рисовать по-настоящему крутую графику, смотри у меня. Ссылка в шапке профиля. Мой платный курс, переходи и подписывайся. Эдуард Кичиген. Итальянская школа скетчинга и быстрого рисунка. Сегодня небольшой лайфхак о том, как простое изображение делать симпатичным. Если вы рисуете и соблюдаете ритм больших темных форм на вашем рисунке, как это сделать в других моих видео. Важно думать не только о том, каким образом строятся вот эти вот большие темные формы, вот эти вот большие темные формы кустов, а и о том пространстве, которое остается между ними. Там, где формы кустов, большие формы, они являются темными пятнами. Для итоговой выразительности картинки очень важно то место, которое остается между ними. То есть вот эти вот большие белые пятна между большими черными пятнами. Это все работает в совокупности. Если вы заставляете в рисунке работать белые пятна листа, то этим очень сильно повышаете эффектность вашего произведения. А больше практичных и полезных советов смотри у меня по ссылке в шапке профиля и подписывайся. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите внизу в плейлистах. Там много видео по тому, как рисовать ландшафтный скетчинг, архитектурный скетчинг и вот эти вот все разные веселые виды скетчинга. Ну и, конечно, если хотите прям такой огонь инфы, то подписывайтесь на Boosty. У меня там внизу ссылка. Это платный сервис, но я там даю информацию, которую я не даю нигде. Ну, на YouTube тоже не даю, но вообще нигде не даю, только в личном курсе. Всем чао-чао.